Добрый день, милые мои рукодельницы! С вами Анна Тюмерова. Поздравляю вас с Международным женским днем. Желаю всего вам самого-самого-самого наилучшего. Чтобы радость и счастье всегда сопутствовали вам, чтобы вас любили и вы были любимы. Здоровья, благополучия, исполнения всех заветных желаний. Всего самого наилучшего. Сегодня мне хочется поделиться с вами еще одним мастер-классом. Я понимаю, что на это 8 марта вы уже не успеете его сделать, но я очень надеюсь, что этот мастер-класс тоже для вас будет полезен, и вы для себя возьмете некоторые фишки и моменты с этого мастер-класса. Не могу им не поделиться, поэтому выкладываю для вас. Смотрите на здоровье. Ставьте лайк, если вам нравится эта композиция, нравится этот мастер-класс, и пишите мне свои комментарии. Нам нужно приготовить вот такие материалы для упаковки. Для подарка я решила взять вот такую коробочку с тортиком. Длиной эта коробочка 20 см, шириной 13 и толщина этой коробочки 5 см. Вот такую коробочку я буду упаковывать в подарок. Я обожаю эти конфеты, я обожаю этот торт, и именно его я буду сегодня упаковывать в стиле свит-дизайн. Мне хочется подчеркнуть время года, у меня сейчас весна, и именно весеннюю упаковку я буду делать, поэтому я беру вот такие подснежники. Как делать эти подснежники мы с вами уже проходили, смотрите мастер-класс на моем канале Букет Семь.ру ТВ. Ссылочку обязательно оставлю в правом верхнем углу и под этим видео. Для моей композиции я беру 7 таких цветочков. Гофрированная бумага мне понадобится плотностью 180 грамм, вот таких двух оттенков, салатового и голубого. Для декора я возьму вот такую красную атласную ленту, она у меня шириной 1,5 см. Также мне нужен будет гофрированный картон, я взяла вот такого красного цвета. Можно взять обычный картон или какую-то другую красную цветную бумагу. Главное, чтобы она была более-менее плотной. Я же выбрала именно картон и буду использовать именно его. Из этого картона я буду вырезать циферку 8, поэтому я заранее распечатываю такой шаблон, вырезаю его. Он у меня высотой 7 см. С помощью такого шаблона я и буду вырезать циферку 8. Для декора я возьму вот такое кружево. Это специальное кружево, которое продается во флористическом магазине для цветов. Можно взять любое кружево, которое у вас есть. Если говорить по длине, оно у меня 18 сантиметров, и ширина этого кружева 16 сантиметров. Вот такой кусочек я беру для декора коробочки. И из инструментов я беру ножницы, ножик канцелярский и термоклей. В первую очередь я хочу обернуть коробку бумагой, поэтому я беру гофрированную бумагу голубого цвета. Именно голубой бумагой я буду упаковывать коробку. Кладу коробку на бумагу и определяю, какой ширины мне нужно отрезать бумагу. Бумагу отрезаю примерно на 2 мм с каждой стороны больше, чем сама коробка. И вот так вот вдоль полосок я отрезаю определенное количество бумаги. Теперь для того, чтобы понять, сколько же мне ее надо, я беру и оборачиваю бумагой эту коробку. Таким образом я определяю расстояние, которое мне нужно для того, чтобы обернуть коробку. Отрезаю теперь лишний край, и теперь этой бумаги нам хватает, чтобы полностью ее обернуть. Далее я определяюсь, какая часть коробки у меня должна будет виднеться. Я решила виднеющейся частью сделать вот эту птицу дивную, именно надпись, а все остальное будет закрыто. Теперь я откладываю в сторону саму коробочку и беру кусок кружева, который я приготовила. Для начала раскладываю так, чтобы со всех сторон кружево касалось края. Следующим этапом беру термоклей и тихонечко места стыка кружева и гофрированной бумаги я склеиваю клеем. Капаю маленькие капельки клея, буквально даже промазываю. Потом туда ставлю пальчик и жду, пока он зафиксируется. Если у вас клей перегрелся, палец ставьте не сразу, то есть со временем. Можно придавить чем-то другим. Остальные стороны кружева мы приклеивать не будем. Для нас самая важная часть это вот это. Если где-то у вас кружево выходит за край, мы его аккуратненько отрезаем ножницами. Смотрим по левой стороне. Нам важно, чтобы по левой стороне тоже кружево за край не выходило, чтобы оно было прям вдоль гофрированной бумаги. Если оно выходит, тоже выравниваем. И эту коробку нам нужно склеить вместе с гофрированной бумагой вдоль вот этого верхнего ряда. Для этого я аккуратно наношу полоску термоклея прямо на саму коробочку. И конец гофрированной бумаги склеиваю аккуратно вдоль самой коробочки. Ждем, пока он полностью зафиксируется. Теперь натягиваю гофрированную бумагу. И на расстоянии 8 см нам нужно склеить эту сторону гофрированной бумаги. Для этого вдоль края на 8 см длиной я наношу термоклей и туда натягиваю гофру. Жду для того, чтобы он зафиксировался. Прям плотненько-плотненько прижимаю и жду, пока он зафиксируется. Не торопитесь. Здесь главное, чтобы он хорошенько застыл. И после того, как он полностью зафиксировался, мы можем отодвинуть и посмотреть, насколько у нас отодвигается бумага. И для того, чтобы здесь она тоже сильно не топорщилась, я в самом начале коробки тоже капаю капельку клея и приклеиваю гофрированную бумагу. Просто чтобы в этом месте она у нас склеилась и хорошо держалась. А вот этот угол мы будем вот так вот отодвигать. Эту часть мы сейчас будем декорировать цветами. Берем цветочек
И начинаем их приклеивать вот таким образом. Сначала можно разложить несколько цветочков, которые вы будете приклеивать, а потом уже их приклеивать. Вот примерно вот так я буду приклеивать сами цветы. Начинаю приклеивать первый цветочек, вдоль стебля наношу термоклей и прикладываю этим клеем вот так вот к основе. Немножко прижимаю и держу какое-то время, чтобы он успел зафиксироваться. Рядышком приклеиваю следующий цветок. Точно так же наношу клей вдоль стебля и приклеиваю его рядышком. Самый длинный цветочек у меня будет вот этот правый. Тот, который смотрит в середку, будет уже чуть-чуть покороче. Для того, чтобы цветочки располагались удобнее, мы проволоку немножко загибаем, и так цветочки можно уже располагать любым способом, как хочется. Отодвигаю я вот так вот бумагу и смотрю, докуда она будет доходить. И самый крайний левый цветочек у меня должен быть вдоль этой бумаги. Следующий мы можем тоже чуть-чуть подвинуть, наклонить, и рядышком справа у меня будет еще располагаться один цветочек. Также на него наношу термоклей и приклеиваю. Дальше, до того, как мы будем приклеивать следующие цветочки, нам нужно сделать листья, для того, чтобы задекорировать нижнюю часть цветочков. Для этого из гофрированной бумаги салатового цвета на 2,5 деления гофры я отрезаю полоски, равные 1 см шириной. Длина будет 12 см и ширина 1 см. Делаю вот такие заготовочки для листьев. Эти заготовки я накладываю друг на друга, кверху их заостряюсь, к низу немножко сужаю, делаю такие длинные листья подснежников. И середку чуть-чуть растягиваю. Получаются вот такие листья. Именно такими листочками я и буду декорировать нашу композицию. Для того, чтобы зафиксировать эти листья на композиции, по низу листочка я наношу термоклей и располагаю их таким образом, как мне больше нравится. Приклеиваю эти листья к самим стволам цветов. И после того, как я приклеила некоторые листья, я декорирую композицию до самого конца. Приклеиваю оставшиеся 3 цветочка. Их я приклеиваю немножко пониже, чем верхние цветы, так чтобы каждые цветы виднелись. И следующий цветочек будет располагаться вот здесь. У нас получается вот такой букет на коробке. Осталось его еще немножко задекорировать листьями и еще некоторые маленькие штрихи. Добавляю листочки также между цветами. Можно часть листьев оставить поверх цветов. И сейчас получается вот такой букет на коробке. Следующим этапом нам с вами нужно загнуть бумагу в сторону самого букета. Но для этого очень важно, чтобы в том месте, где мы будем приклеивать конец бумаги, чтобы все было склеено. Теперь на самый кончик гофрированной бумаги я наношу каплю термоклея, заворачиваю уголочек и приклеиваю вот таким образом. Так, чтобы получился вот такой волан. Плотненько прижимаю и жду какое-то время для того, чтобы он хорошенько зафиксировался, чтобы клей остыл полностью. Получается вот такая коробка с букетом. Остались всего лишь некоторые штрихи. Теперь беру гофрированный картон, переворачиваю его на изнаночную сторону. Кладу шаблон восьмерки, который я заготовила, и обрисовываю эту восьмерку. Теперь эту восьмерку мне нужно вырезать. По краю я вырезаю ножницами, а середки я вырезаю при помощи канцелярского ножика. У нас получается вот такая восьмерка. И теперь я снова беру коробку с цветами, и эту восьмерку я буду располагать вот таким образом. Вот примерно вот сюда, так, чтобы она хорошо виднелась, чтобы было понятно, что там у нас восьмерка. Фиксировать я ее буду просто на капельку клея. Но до этого мы сначала с вами сделаем бантик для нашей композиции. Беру атласную ленту красного цвета, и из этой ленточки завязываю бантик. У меня бантик шириной 7 сантиметров. Именно такой бантик буду приклеивать к букету. Капаю на изнаночную сторону капельку клея и приклеиваю на место стыка букета и гофрированной бумаги голубого цвета. Чтобы это выглядело так, как будто букет просто перевязали лентой. Концы я сделаю немножко подлиннее, чтобы они были красивые. Складываю конец пополам и отрезаю. Получается вот такой красивый краешек. Для того, чтобы он казался немножко таким волнистым, я зафиксирую его на капельку клея. И другую сторону мы зафиксируем вот сюда. И получается вот такая композиция. Теперь восьмерку я беру, капаю на восьмерку капельку клея и фиксирую туда к цветочкам, к листьям, к цветочкам или каким-то таким образом. И вот такая композиция получается в результате.
Вот такое оформление подарков у меня придумалось в этот раз. И очень надеюсь, что этот мастер-класс вам пригодится, и вы возьмете для себя полезные фишки. Спасибо, что вы смотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Делите мастер-классом со своими друзьями. Обязательно делайте красивые подарки своими руками. Радуйте своих родных и близких. Еще раз с Международным женским днем. Пусть вас балуют, пусть вас радуют ваши мужчины всегда. Не только 8 марта, но и круглый год. С вами была Анна Тюмерова. До скорой встречи на следующих мастер-классах. Пока-пока!